Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией на 26 ноября 2021 года. Поговорим о том, что это за такой народный праздник, День Иоанна Златоуста, какие самые страшные запреты соблюдали сегодня наши предки. Также с вами поделимся обязательно интересными практиками. Первая практика: чтобы деньги водились в вашем доме, обязательно спрячьте это под порогом. И если вы хотите защититься от тайных врагов и недоброжелателей, именно сегодня, 26 ноября, обязательно скажите эти магические слова. Ну и, конечно, как всегда, по традиции мы с вами уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, много полезной, важной и интересной информации. Итак, друзья, начинаем с вами с народного календаря на 26 ноября. И наши предки традиционно праздновали сегодня народное торжество, которое получило название Иоанн Златоуст. А в эту дату в церквях вспоминают архиепископа Иоанна Златоуста, жившего в городе Константинополе в IV-V веке. Он являлся учителем и наставником, и как Григорий Богослов и Василий Великий. В народе этот праздник назвали просто Иван Златоуст. И с 26 ноября в народе начинался пельменный сезон. Поэтому сегодня всей семьей готовили пельмени из смолотой именно в этом году муки. Так как впереди ожидался рождественский пост, то сегодня, 26 ноября, лепили пельмени с мясом, чтобы наесться впрок. А также делали и с другими начинками: с картошкой, с квашеной капустой, с грибами, редькой. Замораживали, клали в полотняные котомочки и вешали в холодный сарай под самый потолок. На Ивана Златоуста 26 ноября запрещалось много говорить, а тем более болтать дурное или еще хуже судить других, наговаривать и врать. Даже бытовала одна примета, что тот, кто нарушит этот запрет, такой завистник или сплетник будет наказан. Человек мог покрыться гнойниками или же у него иссохнут конечности. Также может начаться и череда всевозможных неприятностей. Притом они будут сыпаться не только на самого болтуна, но и на его близких людей. Также 26 ноября были под запретом ссоры и выяснения отношений. Считалось, что Бог будет постоянно глух к молитвам просящего скандалиста. Этот день считался идеальным для начала поездок, путешествий, поэтому путники сегодня старались с самого утра отправиться в дорогу, попросив благословения у высших сил. Согласно поверью сегодняшнего дня, земля засыпала до весны, поэтому люди ходили в поля и пели колыбельные песни, а также просили Златоуста больших морозов не насылать, для того, чтобы земля сильно не промерзла. Знаменательная дата 26 ноября еще и тем, что крестьяне именно в день Ивана Златоуста могли переходить от одного хозяина к другому. И в народе это назывался крестьянский выход. Вечером после того, как были съедены первые пельмени, женщины собирались в бане и читали определенные магические слова против обманщиков и взяточников. А рожденный 26 ноября человек считался, что он будет молчаливый и очень обидчивый, поэтому у него мало будет друзей. Он обладал высоким интеллектом, уверен был в себе, в своих силах, поэтому считалось, что такой человек по жизни будет всегда идти победителем. В качестве талисмана ему подходил именно шпинель. Этот камень имеет достаточно сильную положительную энергетику, поэтому приносит счастье своему владельцу.
Также народные приметы нам напоминают и о том, что 26 ноября, в день Ивана Златоуста, нельзя было делать и есть первые блюда. У того, кто их приготовит или съест в этот день, в жизни начнется неопределенность. Желательно 26 ноября нужно посетить храм. А также можете сегодня приготовить фарш из грибов, рыбы, мяса, чтобы потом всей семьей налепить пельменей. Кроме того, 26 ноября у нас, друзья, пятница, а значит, вы можете вечером всей семьей, во-первых, заняться этим таким вот важным делом на кухне, заодно обсудить какие-то хорошие, добрые дела, вспомнить что-то, посмеяться вместе и заодно налепить вкусных пельменей. Считается, что чем больше их получится, тем счастливее будет следующий год. Поэтому нужное количество пельменей следует тут же приготовить, а все остальные заморозить на будущее. Кстати, считалось в народе, что именно кто 26 ноября поперхнется или подавится пельменями, того в самом ближайшем будущем ждет самая большая денежная прибыль. Нельзя в день Ивана Златоуста постиранные вещи сушить дома. Их нужно хотя бы на некоторое время вынести на улицу, чтобы их мог обдуть ветерок. Обычно в этот день дул он очень сильный. Считается, что таким образом можно избавиться от болезней, от неприятностей, потому что считалось, что именно ветер все выдует и унесет подальше. Запрещалось 26 ноября и резко менять планы, иначе ничего просто не получится. Тот же, кто будет следовать намеченной схеме, добьется больших результатов. Поэтому так важно определиться с планом действий и четко его придерживаться. Также нельзя в день Ивана Златоуста шить постельное и нательное белье. По народной примете считалось, оно принесет несчастье и швее, и тому, кто его наденет или станет спать на нем. Если же пошив этих вещей является работой, от которой никак невозможно отказаться, нужно перед тем, как к ней приступать, трижды сплюнуть через левое плечо, а после выпить 3 глотка непочатой воды. Сегодня же нельзя было и отдавать детские игрушки своего ребенка, даже если это и делается в каких-то благотворительных целях, так как вместе с ними вы можете отдать и счастье, и здоровье, и благополучие малыша. В день Ивана Златоуста, 26 ноября, девушкам на выданье нельзя было есть яйца от белой курицы, иначе еще год в одиночестве она проходит. Им рекомендовалось есть блюда из яиц рябой именно птицы. Тогда и в любви повезет, и в жизни, и получится реализовать свою давнюю мечту. Только не стоит никому рассказывать о ней. Также 26 ноября, пожалуйста, нельзя много и попусту болтать, сплетничать и судить других людей, наговаривать и лгать. Тот, кто запрет нарушит, в скором времени тяжело заболеет, да и другие беды к нему придут. И сегодня слово имеет очень большое значение в день Ивана Златоуста. Итак, для того, чтобы вы могли избавиться от неудач, которые вызваны вашими явными тайными врагами на работе, то вы можете именно 26 ноября в любое время на вашем рабочем месте, так, чтобы никто не слышал и не видел, сказать шепотом или про себя следующие магические слова. Кто зло за глаза, тому зло на душу, чтоб вернулось все, чего желали. Уходите, отступите, заберите, унесите. Эти слова вы можете 26 ноября переписать на листочек и время от времени именно на работе говорить. Если вы работаете из дома, то эти слова вы можете произнести и дома, и вы увидите, что ваши явные и тайные враги перестанут вас доставать и дергать. Ну а чтобы в вашем доме всегда водились деньги, наши предки именно 26 ноября прятали под порогом золотую монету и говорили следующие слова. Золото к золоту, серебро к серебру, деньги к деньгам, к этому порогу, в этот дом. Да будет
так, смотрите, чтобы эту монету у вас никто не забрал и не взял. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 26 ноября 2021 года. Сегодня у нас 22 и 23 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Сегодня день мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно будет проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути. Также могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, имеющих для вас большое значение. Приготовьтесь к тому, что информация в этот день будет обрушиваться на вас сплошными потоками, и вы должны сквозь эти лавины интуитивно услышать, уловить только самое важное, только самое нужное, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни. Это знаки, которые посылаются энергетикой этого дня, и они помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся обстановке и подскажут, как действовать в будущем. Вы будете постоянно сегодня чувствовать обострившуюся ситуацию, которая поможет вам в поиске правильного и нужного пути. Умейте в этот день слушать себя, чтобы вскрыть тайники своего сознания. Возможно, вам откроются такие знания, которыми нужно будет обязательно поделиться с окружающими. Знайте, что этот лунный день поддерживает передачу любого опыта. Только постарайтесь сделать это без всякой чванливости и заносчивости. Они не впишутся в положительный фон этого дня. И когда у нас Луна в знаке зодиака Лев, то, вы знаете, многих людей появляется возможность раскрыть творческие способности, потенциал, а также обрести силу и свободу. Тепло, признание социумом. Такие дни благоприятны для хождения и прогулкам по театрам, посещения дворцов. Вы знаете, с другой стороны, этот день лучше будет провести в отдыхе, в развлечениях, потому что, кроме того, сегодня все дела пройдут успешно, потому что Луна в знаке зодиака Лев обеспечивает усиление организаторских способностей, хорошей работы мозга и жажду действий. Огромной силой в этот период будут обладать лесть, что позволяет пользоваться этим себе во благо. Также сегодня открываются все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания. Каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение и сможет обеспечить себя хорошим настроением на каждый день. Также сегодня обязательно скажите себе, что вы самый лучший, что вы самый здоровый, что вы самый красивый на свете человек. Сегодня будет очень хорошо попрактиковаться в исторических поисках и исследованиях собственных корней, проводить архивные работы. Но, конечно, это в том случае, если у вас есть время. Стрижка волос в этот день будет только в том случае, то есть если вам вот срочно надо, идите, но знайте, что стрижка прибавит вам в весе. С другой стороны, стрижка будет способствовать и улучшению вашего финансового положения. Стрижка в этот день будет удачной и наполнит ваши волосы положительной энергией. Но только в том случае, если вы предпочтете привычные прически экспериментам. Вы не только будете довольны своим видом, но и улучшите свое здоровье. Этот день хорошо подходит для наращивания волос, но будет более удачен выбор однотонных палитр. Результатом будет то, что никто не сможет заподозрить волосы в ненатуральности. Посещение парикмахера вызовет и череду приятных событий. Все сложные вопросы дома и на работе разрешатся, оставив вам только хорошее настроение. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в натуральные цвета улучшит сегодня ваше материальное положение. Прическа пусть будет сегодня простой и не слишком вызывающей. Нужно сегодня причесываться
раза 3 в сутки. И это поможет вам накопить ту энергию, которую, возможно, вам не хватает сейчас на данном этапе в жизни.